Позволь мне тебя описать. Ты не знаешь, куда себя деть. Ты уже изведал все уголки в своей квартире. Ты ждешь второго сезона на Порнхабе, и ты записался на все возможные вебинары, которые только есть в интернете. Кажется, что ты тревожик. Привет, меня зовут Оля Вастикова. Сегодня я расскажу тебе, как расслабиться, как поймать свой дзен, и когда у тебя потеют ладошки и пульс под 100, как познакомиться с девушкой после карантина, или как наконец-то написать ей первое сообщение. Сначала я расскажу тебе, кто появляется в твоем теле. Это тревога, то есть абстрактное ощущение от предстоящей угрозы. Знакомься, тревога – ты. Кто ты нафиг такой? Это когда тебе кажется, что вся гречка в магазине вдруг закончилась, или кошка по кличке Гиннес съела всю туалетную бумагу. Тревога – это про мобилизацию твоего организма, когда нужно бежать или драться. Это прекрасная древняя функция организма, которая помогает тебе выживать. За нее в твоем организме отвечает миндалина. Она находится у тебя в голове и отвечает за выброс адреналина в кровь. Когда такой стресс длительный, то есть ты сидишь очень долгое время в одном пространстве, собственно, как и вся страна, то твой организм готовится к войне и экономит все ресурсы. Возможно, сейчас тебе не хочется ни с кем знакомиться, и, возможно, ты даже секса не хочешь. Кстати, напиши мне сейчас, что тебе хочется, а чего нет. Что может происходить с тобой, если у тебя тревога? Первое. Что-то случилось с твоим аппетитом. Например, ты стоишь около холодильника, и спустя какое-то время ты вдруг понимаешь, что вокруг тебя одни фантики, и ты съел все, что было в холодильнике. Или наоборот, ты понимаешь, что ты забыл поесть и вообще не помнишь, когда последний раз ел. Кстати, вот тут пройди, пожалуйста, тест. Мне интересно, похудел ли ты или потолстел за время, пока ты сидишь дома. Я очень надеюсь, что ты в том же состоянии, что и был, например, 14 февраля. Второе. У тебя пропал сон, или он стал очень беспокойным. Например, тебе могут сниться какие-нибудь некрасивые девушки, и ты просыпаешься в холодном поту и никак не можешь выгнать их из своей головы. Третье. Пропал кайф. Но только это не тот кайф, про который ты сейчас подумал. Чувак! Я уверена, что вы у меня здоровые красавчики. Я про те вещи, которые раньше тебя радовали, а теперь они все в сером цвете. Ну, например, ты перестал жать железо, или ты перестал писать стихи, или ты перестал рисовать. Все, что радовало тебя до этого, тебя больше не радует. Но я надеюсь, ты в дотку-то хотя бы играешь. Четвертое. Ты не чувствуешь своего тела, и это нет просмотра XXX видео, нет. Ты, например, можешь внезапно обнаружить, что у тебя синяки на теле. Или, например, что ты голодный, и что ты бы сейчас съел вола. Ты не понимаешь и не чувствуешь, у тебя нет связи со своим организмом. Пятое. Ты читаешь и мониторишь новости о том, что происходит в мире. Ты как мазохист, ты читаешь и тем самым поднимаешь уровень своей тревоги. Если все эти вещи происходят с тобой, то ты можешь записаться на мои онлайн-консультации, и я помогу тебе разобраться. Пиши мне на почту я@vastikova.ru. Что же со всем этим делать? Сейчас я дам тебе несколько упражнений, которые можно сделать всего за 2 минуты, и никто не поймет, что ты их делаешь, то есть оно безопасно для тебя, его никто не заметит. И, кстати, ты можешь применять его, когда хочешь познакомиться с девушкой или когда хочешь написать ей сообщение. Сейчас мы будем работать с островковой долей, которая находится в твоей голове. Именно она участвует в процессе, который вызывает стресс. Она соединяет абстрактные понятия и реальные ощущения в твоем теле. Например, когда я говорю тебе «пиво», у тебя может выделиться слюна, и ты можешь почувствовать этот прекрасный запах чесночных гренок. Если ты почувствовал, то ставь пальчик вверх. Итак, прислушайся к тому, что происходит в твоем теле, где напряжение, где ты чувствуешь, что что-то не так. А теперь подумай, представь себе 10-бальную шкалу, где 0 – это абсолютное спокойствие, и где 10 – это самая высочайшая степень тревоги, которая когда-либо была у тебя в жизни. И подумай, какая сейчас степень тревоги в тебе, сколько баллов. Запомни этот балл, и та цифра, которая пришла тебе самая первая, и есть самая правильная. Вторая часть. Закрой глаза и представь себе контейнер. Например, большой серебряный контейнер, и рядом с ним лежит крышка. Подумай, какого размера может быть этот контейнер, где он располагается, из чего он сделан. Чем более ярко ты представишь, что это за контейнер, тем более эффективнее он будет работать. Эта форма может быть реальной, фантастической или даже волшебной. У меня в воображении рисуется сундук с огромным замком. Этот сундук явно был у пиратов. Ты можешь мысленно подойти к контейнеру и посмотреть, прочный ли он. А теперь попытайся перенести единым потоком всю тревогу, все плохое, что у тебя есть в организме, в этот контейнер. Ты даже можешь представить себе, какой цвет у этого потока. Ты можешь поставить это видео на паузу для того, чтобы передать весь поток, который у тебя докопился, в этот контейнер. Возьми времени столько, сколько тебе нужно. Если что-то вдруг застряло, то попытайся сделать это на выдохе.
Когда больше ничего не осталось, то бери крышку, закрывай контейнер или бери замок и закрывай его на ключ и проверь, точно ли все закрыто. Сделай вдох и медленный выдох и открывай глаза. А теперь опять вернемся к твоим внутренним ощущениям и спроси у тебя, сколько теперь уровень тревоги по 10-бальной шкале. Стал ли он больше, стал ли он меньше? Напиши мне, пожалуйста, об этом в комментариях. Балл до и балл после. Для того, чтобы меньше тревожиться перед каким-то беспокоящим тебя событием, ты можешь выпить несколько глотков воды для того, чтобы твое тело осознало, что оно не испытывает жажду и что оно может нормально функционировать. Занимайся спортом примерно 30 минут в день для того, чтобы кортизол свободно гулял по твоему организму, а не застывал в каких-то определенных частях. Спорт – это не обязательно железо, нет. Ты можешь просто пойти на лестничную клетку, походить взад-вперед по лесенке, это тоже очень полезно. Ты можешь плясать, ты можешь беситься, ты можешь бегать с кошкой, в общем, делать какие-то физические упражнения для того, чтобы не сидеть на месте и побольше двигаться. Придумай себе одно важное дело на день. Не нужно придумывать целый список вещей, которые ты сделаешь. К сожалению, сейчас мы живем в неопределенности, и нужно немножко обманывать свой мозг и давать ему хотя бы одно занятие на день, и потом хвалить себя в конце дня, что ты сделал его одно. А какое дело, решать только тебе. А еще, подними руку высоко-высоко и потом резко опусти ее и скажи: да хрен с ней с тревогой. Можешь не благодарить или благодарить. Помни, главное во время изоляции не изолироваться от самого себя. Ты можешь поддержать мои старания и оставить какое-то вознаграждение на Патреоне, ссылочку я оставлю в описании к этому видео. Сделай мне приятно. Я надеюсь, что это видео было для тебя полезным, ты станешь меньше тревожиться. Я надеюсь, что я подняла твое настроение. И помни, ты красавчик, и Вастикова с тобой. В моем инстаграме ты можешь найти меня как Ольга Вастикова, я выложила новую фоточку. И буду вести прямые эфиры. Посмотришь? Сделай мне комплимент, поставь палец вверх этому видео, нажми на колокольчик для того, чтобы он звонил, когда будут выходить мои новые видео, а также подпишись на мой канал. С тобой была я, Оля Вастикова. До скорой встречи. Пока-пока.